9 утра доходит. Я в Туле забегу на рынок. Даже в витринах 8. А красиво, кстати говоря, да? Посмотрим, что там у них сегодня есть. Вот вторая витринка, также оформлена. И вещи-то неплохие, кстати, нужно сказать. Так, я хотел пораньше чуть-чуть, но ничего страшного. Хоть часик у меня хотя бы есть заснять тульскую блошинку. Бегу к рынку, а на пути пробегаю вот этот памятник туликам-героям Советского Союза. Вечная слава. Бегу дальше. Записали мы, кстати, песню. Барабан был плох, барабанщик бог, ну а ты была все лучу подстать, так легка, так светла, что могла на барабане танцевать. Знаете, конечно же, эту песню. Ну вот, посмотрим, что получится в итоге. Они домики стоят здесь, эти старенькие. Старенькие со старенькими. Ставеньки скрипнули, словно окликнули. Где ж ты, родной? Вот они, красавцы. Воронье горло каркает, а все воронье горло. Ага, и поверху, смотрите, тоже там. Сейчас вот увеличил. Поверху там резная, деревянная ажурность. И над ставеньками, над окошками. Очень красиво. А над покосами, а над жнивьем лето от осени. За журавлем, где теплым августом я тебя ждал, робко и радостно, ставни звучат. Стучат, конечно же. Еще не проснулся. Смотрите, тут такое местечко, как будто прям входишь в каком-то старом фильме. Какой-то сюжет прям вспоминается. Он сам центральный тульский рынок, вход в него, и там, ну, все есть. И продукты, и одежда, обувь, торговые центры. А здесь как раз вдоль него, вот они стоят, вот они там уже, их много расположились, бабульки-дедульки. Вон на заборах висит одежда там, прям перед нами. Вот тут стоит мужичок. Ну, он такой сердитый, надо сказать, мужичок. Иногда он в настроении, иногда абсолютно его у него нету. Особенно если он выпил, то может и нахамить. Чего скрывать? Вот красивый чайник здесь видно. Обливная керамика. Красавец, правда? Бирюза и коричневый цвет. Когда у вас как раз кухня в таком стиле, как у меня, коричневая мебель и бирюзовые впрыски, так скажем. Здесь тоже есть кое-что посмотреть, но я тут интересного никогда не находил. Хотя люди роются, вот вижу, прялка старенькая стоит. А сколько прялочка стоит у вас? Что? Прялка. 1500. 1500. Зелененькая. Но мы пойдем на рынок, на блошиный. Эти еще не открылись. Вот тут бывают интересные моменты, какие-то можно встретить. Здесь стоит дяденька, у него за 500 рублей кузнецовская кружечка. Кстати, я такой не видел даже этой эмблемки. Вот она, как стаканчик граненый. За 500. Маленькие щербинки по краю. Но, в принципе, она вся целая.
И 1000 рублей пролетарии. Вот такой интересный чайничек необычный. За 1000 рублей он продает его. Подстерлась. Печать. Ну вот он такой интересный. Мы с вами еще не встречали никогда. С птицей. Хлебничка. Пластмассовая, прям совсем легонькая. Вот какие? 70-е, наверное. Или 80-е. Вот она, улочка это заканчивается. Вот тут чуть-чуть стоят. А рынок мне нужно повернуть направо. Начинается рынок. Туда дальше пройти вглубь. Сейчас я там гляну, что есть. Перейду через дорогу. Мне сестра заказала тульский пряник. Надо еще купить. А, это он сейчас будет разгружаться. Товар свой разгружать. Кулинария, старая книга, да? Присылала мне такую как раз Маргарита. Здесь книга о вкусной здоровой пище. Значочки. А, и броши тоже есть. $500 или 300, он сказал, уже забыл. Гипс, ага. Сколько вы сказали? 200 рублей. 200 рублей. Красивый, яркий Иисус. Это я уже добежал до самого рынка. Смотрите, много людей сегодня. Ну, я, как всегда, раньше, позже приходил. А теперь вот пораньше встал. Потому что в Москву уезжаю сейчас. Там через час где-то. Ну что, заходим. Из-за кулис зайдем. Неожиданно. Здесь я вижу интересный стол. Здесь уже и знакомые есть, которых я уже снимал, которые меня также узнают. Смерлин. Ну, будет что-то интересное, покажу сейчас. Это какой-то интересный агрегат. Что это? Переноситель, что это такое? Кто знает? Я не знаю. Вот вещицы, которые я люблю. Кстати, в Москве они очень дорого. Сейчас узнаем, сколько стоит. 300 рублей отдают. Надо забирать, я люблю такие вещицы. Угу. 3000 бронзы. Тяжелая, кстати. С патиной. 19 век, говорят. Крючок. Винтажненький. 200 рублей. А это что такое? Это сувенирная лампа. Я набираю прям. А, лампа сувенирная. Не, ну ладно. Давай. По полтиннику. Коллекция пряжек для любителей. Ты же видишь, я не зло говорю. Смотрите, какие разные все. А вот это что? Зажигалочка такая. Самодельная из гильзы, значит, да? Кошелечек 3,5, вот такой старенький. Там кошелек раритетный. Вон. В каменьях весь. Привет. Всегда. Горчичник, смотрите, Всегда, какая. Миша, всегда. Это мой, Миш. Я у него Прям купил, совсем 5-6 старенькая, и на ней отдал. написано Не, Московская. уже 7 прошло. Мособл Пищепромсоюз. Московская горчица. Что-то там еще завода. Или что там? Именно октября. По-моему, даже год написан. Это 27-й год горчица. 27-й? Угу. Сколько она у вас стоит? Это 600 рублей. 600. Прелестная. Редкая. Рижский бальзам. Целый. Нетронутый. Марок, привет. Привет, Рига. Приветствую, там эти Приветствую. сумочки еще интересуют. Думаю, что ж тут написано. Читаю, никак не могу прочитать. Made in Korea написано. Кириллицей. А чё, прикольный наборчик. Здесь две такие креманочки маленькие есть.
СССР тоже, да? Такое стекло, которое в зелень уходит. Старенькие тоже. Так, там знакомый уже подошел, говорит, шляпки есть какие-то, хочет показать. Вот он и тот самый львеночек. Рядом львеночек сидит и ушами шевелит. Только я все лежу. Забавный, прям из того мультика, да? Про черепаху. Машинка раритетная, прям совсем старенькая здесь. Ух ты, какие две хорошие колбочки вон с ручечками такими деревянными. Видите? Маленькая и побольше. И кружки, кстати, красивые. Нашли мне тут сумочки. Вот вторая. По 500 рублей они продают их. Здесь тоже, видите, латунная застежечка. И кольца уже такие металлические. Но вот это красивая черная. Хотя это тоже своеобразно интересная. Но сейчас у меня их как бы скопилось уже немало. Работают, да? Да. То есть на цветах коцики. Я все аккуратненько так, специально этой оправочкой выстучил. То есть время все равно. 2500, 19 век, говорят, арабы делали. Все привел. В Москве кто-то вам показывал такие. И в Москве она, по-моему, да, ну подороже стоит. И либо она в разборном варианте. А здесь целенькая вся. Я видел, у них были ножки сломаны. Ну вот это да, целое хорошее состояние. Симпатяшка. Красивая. Оникс, да? Тюльпанчики. 1000 рублей из меди. Баночка. Подсыпучая. Крючочки я как-то вам уже показывал подобные. Это пепельничка. Пепельница старая. Да. Вот такой примерно я пользуюсь. Как раз свечи жгу дома. Церковные. Когда чувствую, что их надо зажечь и почистить. А это что? Это светильник? А уточка это что? Это советская, старая. Не Но... проверял, то есть она должна как-то ходить там. Ходить должна. Состояние вроде хорошее. Угу. Но это не светильничек. Не, это детская игрушка. Угу. Хотя можно светильник сделать, почему бы и нет. Так, вот зеркало интересное, какое старенькое прям. Оно еще с двух сторон. Зеркальное. А сколько оно у вас стоит? А? Сколько стоит? 300 рублей. Слушайте, интересная штука. Это свежее, только привез. Угу. Товар практически новый. Бронзовый 3500. Ну, он один. Но красивый, надо сказать. Такое мы с вами любим. Печные наборы дореволюционные. Не наборы, а набор. Это алюминий. Смотрится как бутылочное стекло, но это алюминий. Сифон за 800 рублей отдают. Ну, 1800, вот так вот. Ах, котейка в сапогах. Котик. 300. Часы детские. Открывающаяся пробка. Помните такие? С орлом. Ну, открывашка. Кто знает, что это за штуковина такая, куда она вкручивалась. Вот видите, на дереве есть резьба. Но самое интересное, что здесь вот такая роспись есть. Такой красивый росчерк и подпись. И год стоит 1870, да? И вот здесь слева 11 июля. Да. Что же это за такая штуковина? 4,5. Германия, сливочник. 3,5. Здесь клейма стоят. А он какую цену? 1500. Полтора. Яблочки красивые. Вот яблочки-то нужно взять. Ой, наверное. Ну-ка. Пахнут. А почем они у вас? 80 рублей килограмм. Угу. Это нужно будет прийти. Ух ты. Тут что-то швейное стоит. И радиола.
Граммофон или как это назвать. Так, а это для чего? А, это, по-моему, обувная, да, машина? Да, что только не встретишь на рынке-то на Блошином. Выбор яблок. Синап, Богатырь, Штрифель и Антоновка. Цены вы видите, да? По 20 рублей за килограмм. Штофик Потому такой. что я еще сейчас, может быть... Бокалы или фужеры, как их назвать. И шляпу снял. И бабам налил. Ага. Он сидит на пушке, оказывается, Петр-то. Это как-то здесь намешано. И обливная керамика внизу, и верх такой, ну как, матовый. Упс. Полторы стоит. Угу. 4 стакана, винный набор. Ну да, за 1,5 отдают его. Петра. Брать надо, я вот так привез первый раз в жизни. Угу. И 500 рублей вербилки баран. А там трещина, видите, но она такая заводская. Аккуратненько, не лежит. Погремушка, и даже сохранилась тесемочка родная, как ее туда привязали. Лимон. Знаете, скажу, вот такая лампа. А то я вторая лампа. Тоже не могу понимать. Нету года здесь. Как кого-то пригласить. Из бакелита. По окончании разговора трубку уложить в гнездо крышки. Написано. Кружавчики нашел. С вышивкой. Смотрите, какая интересная. Старенькая. И вышивка, и кружева на ней. Бархат вижу здесь старенького кусочек. А почем он, кстати? Сейчас спрошу. И привлек мое внимание вот этот кофейник. Это чей он? Не знаю, чья это эмблемка. Первый сорт. А почем она у вас? 500 рублей чернильница. Хрустальная. От бабушки, говорит, еще осталось. Брошь. Привлекательная достаточно. Открывашка. Жар птицы, что ли? А открывашечка в какую цену? В какую цену? 500 рублей. 500. И цена прелестная, и вещица прелестная. А это что такое? Это из эбонита сделано. Ручка. Из эбонита ручка. Держи, вставляешь. А, На заводе раньше делали. из эбонита ручка. И стержень есть, вставляется. Советская навесная вещь. Ежик, листочек у него снимается, открывается, и такая шкатулочка. Или пепельница это, или что, не знаю. Да сейчас он, наверное, скажет. Номер не скажет. 8953. Ну, он из металла, но пустотелый, поэтому легкий. Неплохая здесь выкладка у них. И фарфор есть, и стопочки старенькие. Клеймом везде стоят ДХЗ. Так, и вижу вот этот стакан. Очень старый. В какую цену? Какая? Вот, 1200 такая. 1200. С капелькой внутри. Вот она, видите, капелька. Так, 8553. 8550. 953. 8 950. Цена. А? Такой. 2500. Так, гармониста мы с вами уже встречали. А вот такую девочку, она из дерева, что ли? Или она все-таки Это я в такие играл, керамическая, не пойму. Наверное, керамическая, просто выкрашена под дерево. Но интересная. И, по-моему, даже целая. Цветочек в руках держит. А здесь вот такой набор есть, очень яркий, зеленый. Дулево. А сколько же он стоит? Слушайте, такой красивый. Такой настроенческий.
И он весь целый. 6 кружек, 6 чашек, молочник, сахарница и чайник в конце, видите? То есть он целиком, вот он. Красавец. Матовый он. Ой, мне нравится его отмыть. Он грязненький, его отмыть, так это ж вообще роскошь. Так, а это что у нас кружечка такая? Деликат. Это уже что-то современное. ЗХК. Это что за ЗХК? Девочка кормит голубей. А верхнее слово я почему-то не могу прочесть. О, какая-то ваза. С ножками ежик такой смешной, забавненький. Ах, падает. Как же он стоял, теперь падает. Один парочку. Да. А почем? Шкатулка. Так, а вот сколько ступочка у них стоит? Ну такая нет, хочется какой-то латунную. Гарднер. Кобальтовая история. Синее стекло. А где он? А, там 400 рублей вот это. Понравилось. Целенькая. Там чайница, еще вазочка стоит. Ну вот это вот глянулось. Молочник. Целый. Весь целый. Старенький, красивый. Здесь вижу еще тарелки, тоже красотки стоят. Ну-ка, сейчас мы это вот сюда покладем и посмотрим тарелочки. Корости. А они у вас почем? Эти по 300, и там еще есть две, вон стоят. Часы с кукушкой. С орехами. Как вы написали, это не орехи, это что? Шишки. А я орехи-то говорил, потому что такие орехи пекли в виде шишек. Ну и сейчас пекут со сгущенкой. Это у меня с детства так отложил почему-то орехи. Девочка с цыплятками. 1500. Чья, не знаете? Кто-то, может быть, знает. Чья-то артель. Это Индия посеребрение. Тоже 1500. Индия посеребрение. За 1000 отдают. Просто чтобы не таскаться. Ну это хорошая заводская репродукция на холсте. И рама хорошая. Старая советская. Она может и дороже, но просто без таскаться. Прошелся я, все вроде бы посмотрел. Ничего не глянулось мне. Ничего не взял. Сейчас вспоминаю, что видел, вроде бы, да, ничего мне так не торкнуло, чтобы забрать. Но людей, видите, много. Люди что-то приобретают, ходят. И вещи продаются неплохие. 50 рублей воротничок. И здесь вижу, черника стоит. Баночка 150 рублей. Единственное, что, наверное, да, как мы зашли с вами, полочка вот эта вот все-таки меня заинтересовала. Вот единственное, что ее, наверное, взять. И то что-то размышляю. 400 рублей она. Размышляю, потому что думаю, куда же я ее повешаю. У меня уже 2 полки лежат, только больше. Но тоже стареньких. Хотя нет, более современные. Но вешать их некуда. Если вовнутрь даже шкафа какого-нибудь. Не знаю. Сейчас подумаю. Уж. Не знаю, что-то она мне приглянулась. А бархат я все-таки забрал. Бархат, кружавчики и вот эту вышитую салфетку. За 300 рублей он мне все отдал. Там, кстати, этот бархат, он не просто бархат, там часть платья старого распорота, но не вся. Там нет полочки. Но я думаю, соединю с чем-то. Вот хорошая, она не
По-моему, даже все камешки на месте. И по форме интересная. А в какую она у вас цену? В какую цену? Цена? Вы имеете в виду, сколько стоит? Да, 850. 850. Пепельница. Я думаю, что это пепельница, да? С росписью. С подписью. По-моему, вот такие штучки вставлялись, как правило, цветное стекло. Красиво. 500 рублей она стоит. Кстати, тоже очень удобно сюда сделать подушечку, и будет иголочница. Заберу-ка я ее. 2000 работницы, подшивка целиком. Ваза это 3500. Ну, ваза, конечно, хороша. Стакан с надписью Владимир. Может быть, имя, ну, скорее всего, город, да? Я так понимаю. Есть еще вот такой. Артель. Открыточки. Вручную, да, разрисовывали, по-моему, их. Все, променад я свой завершил. И это вот конец рынка. Все, бегу домой, в Москву выезжаю. У них тут еще колонки сохранились уличные. Работают. Пить я, конечно, не буду. Холодное, горлышко надо беречь. Храм возвысился. У них, конечно, очень красивый. У них он внутри очень красивый храм. Ну просто очень. Ну что там, по-моему, 2 этажа. Несмотря на выходной день, в Туле все активненько. Людей очень много. С самого раннего утра и машин, и людей. Белки наяривают. Бегают друг за дружкой. Видите вы? Вон, чего. Хулиганят. Друг от дружки прячутся. Круги нарезают. Вчера мы шли с Ларисой. Они тут тоже бегали. А, та совсем уже на самом верху поднялась. Вон она. А это на маленькой веточке сидит. Притихла.